Друзья, скоро наши древние легендарные шлемы можно будет разобрать на древний металлолом и использовать его для создания нового древнего снаряжения. Пятизвездные камни теперь можно будет покупать и продавать между серверами, кроме, конечно, китайских. Ну и ветры удачи снова вернутся в игру, так что готовьтесь к двойному дропу с воскресенья на понедельник. Кроме того, в PvP у нас появится новая полоска, которая отражает эффекты контроля, которые накладывают противники. Эти и другие изменения нас ждут в патчноуте, который выйдет в ночь на 10 сентября. И, друзья, с вами Вас2232, и в этом ролике мы подробно разберем все обновления нового патчноута. Поэтому устраивайтесь поудобней и всем приятного просмотра. Но прежде чем перейти к обзору, напомню, что в описании к этому ролику я оставлю тайм-коды, чтобы вы быстро могли перейти к интересующей вас теме. И еще, если вам нравится контент, который я делаю, и вы все еще смотрите меня без подписки, то обязательно подпишитесь. Просто алгоритмы YouTube рекомендуют видео тем, на которые подписываются. И так ролик увидят больше игроков, которые интересуются Diablo Immortal. В общем, обязательно поставьте лайк и подпишитесь. А мы с вами поехали. Итак, новый патчноут получил название «Сезон урожая», ну или «Фестиваль урожая». Он пройдет с 24 сентября по 15 октября, и нас ждет серия временных событий в игре. Можно будет участвовать в этих событиях и зарабатывать очки, продвигаясь к новому контенту. И сезон урожая у нас будет включать 3 временных события. Это проклятие выжившего с 24 сентября по 1 октября, испытание орд, ну или испытание добычи с 1 октября по 8 октября, ну и расколотое измерение с 8 октября по 15 октября. А еще с 28 сентября нас ждет временное событие «Искажение диких земель», которое будет своего рода подготовкой к большому обновлению игры. Во время действия этого события можно будет подготовить себя к следующей главе в истории Diablo Immortal. И участвовать в «Искажении диких земель» можно с 18 по 28 сентября. Что нужно делать? Очень просто. Просто заходить в игру и выполнять свои ежедневные задания. И на второй, по-моему, на 4 и на 6 день мы будем получать теллурическую жемчужину, легендарный глиф, ну и еще и редкие глифы. Ну и, конечно, для участия в этом событии нужно быть 30 уровня или выше. Ну и самое главное, разработчики вернут в игру ветры удачи. Напомню, это супер крутое событие, которое дает 24-часовой двойной дроп. Конечно же, в рамках твоих недельных капов. И лучше всего выполнять это событие, активировать его с воскресенья на понедельник. Таким образом, ты сможешь забрать все, что не дозабрал за прошлую неделю, и в понедельник еще поиграть и забрать все на неделю вперед. Это в первую очередь, конечно, касается обычных самоцветов. Но еще двойные награды у нас входят туда: золото, опыт, очки боевого пропуска, обычные камни, о которых я уже упомянул, легендарные предметы и прочие предметы, различный скраб, который, кстати, не лимитирован. Ну и самое, наверное, интересное в этом патчноуте — это, конечно же, обновление функционала. Теперь мы сможем продавать и покупать пятизвездные камни между серверами. Впервые в истории игры пятизвездные камни можно будет покупать и продавать на рынке между всеми серверами. Ну, конечно же, кроме китайского. При этом разработчики будут внимательно следить за любыми проблемами или злоупотреблениями, которые могут возникнуть после этого обновления. Они постараются решать все эти проблемы максимально оперативно. И если все пройдет успешно, то они распространят эту механику и на другие предметы, которые мы можем продавать на рынке. Также изменения коснутся и PvP режима, и туда будет добавлена новая полоска неудержимости Unstoppable Bar. Она будет расположена сразу же под полоской здоровья и будет заполняться, когда персонаж будет получать эффекты отбрасывания или полного контроля. Но тут есть одна особенность, что если вы получаете такой эффект, то все последующие в течение 6 секунд будут действовать на 30% слабее. Также, если в течение 8 секунд вы накопили суммарно 3 секунды контроля, то вы получаете баф защиты от контроля на 2,5 секунды. И этот баф дает временный иммунитет к эффектам контроля и отбрасывания. В общем, эта система будет активна во всех PvP режимах после обновления, и разработчики будут очень внимательны
внимательно следить, как она работает, потому что если будет много негативных комментариев, то они вообще отключат ее нафиг. Ну и еще в игру снова вернется функция массовой покупки, и теперь игроки смогут снова указывать диапазон цен на предметы и быстрее приобретать их по разным ценам и в разных количествах. Также разработчики ведут ограничения на торговлю обычными камнями для новых аккаунтов. Сделано это все для борьбы с мошенничеством, потому что вы делаете себе нового твинка, который не развивается, а делает только перепродажу камней. Теперь продавать камни можно будет только если ты достиг уровня пекла 1 или выше. И все это будет распространяться как на существующие, так и на новые аккаунты. Также разработчики продлят событие «Охотник за комплектами». Продлят они его до 25 числа, но в игре уже событие продлено до 25 числа. Давайте посмотрим. Действительно, оно уже действует с 19.06 до 25.09. И все это сделано, чтобы подготовить нас к новому событию, где, скорее всего, ты сможешь менять какие-то характеристики в течение определенного количества времени после дропа этого предмета. Было много обсуждений об этом на китайских сайтах, а также на Reddit. Также разработчики обещают оптимизировать режимы авангарда, которые станут еще интерактивней и еще интересней. Вы видите на экране все основные изменения, я не буду их читать. Если вы хотите, нажмите на паузу и почитайте. Кстати, событие авангард довольно классное для того, чтобы получать зеленые предметы экипировки. Участвуете ли вы в этом событии? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Друзья, ну и, наверное, самое интересное касается древних легендарных предметов. Теперь старые древние легендарные предметы мы сможем разбирать на древний металлолом. Наверное, это также касается и древних артефактов, хотя об этом не говорится в обновлении. Но говорится, что у продавца материалов мы сможем обменять древние артефакты одного уровня на другой, как это работает по аналогии с осколками сетовых комплектов. И вы видите, что у меня накопилось уже с прошлого уровня сложности 94 древних артефакта. Я не знаю, что с ними делать. Я коплю, конечно, артефакты с пекла 8, чтобы собрать новый шлем, именно пекла 8. Но, скорее всего, я либо конвертировать их смогу, либо скрафтить из них древний шлем, разобрать его на древний металлолом и использовать для крафта нового шлема. Но что самое главное, что разработчики добавят эту функцию, и, наконец, мы сможем избавиться от всего этого мусора. Ну и еще разработчики немного корректируют указанное ранее расписание. В предыдущей новости они указывали, что с 10 по 17 сентября пройдет дорога крови, но на самом деле будет расколотое измерение. В общем, друзья, вот такие вот изменения ждут нас в ночь на 10 сентября. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете об этом обновлении и какое из изменений понравилось вам больше всего. Ну а если это видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться. А мы с вами увидимся в следующем ролике.